Всем привет! Меня зовут Артур Шарифов, и вы на канале Кверти. Наверняка хоть раз в жизни вы задавались вопросом, а что появилось раньше, курица или яйцо? Есть огромное количество мнений на этот счет. Сторонники курицы и сторонники яйца до сих пор спорят между собой, и единого общепринятого мнения до сих пор нет. В этом видео я постараюсь отстоять такую не совсем однозначную точку зрения, автором которой косвенно является такой же неоднозначный Ричард Докинз. Яйцо. Расходимся. Если постановка вопроса будет именно такая, то ответ, конечно же, однозначный. Яйцо. Почему? Ну, потому что еще когда Мадагаскар был частью континентальной Африки, то есть очень-очень давно, динозавры уже со спокойной душой откладывали яйца. А кур тогда, разумеется, еще даже и в проекте не было. То есть ответ, конечно же, понятен. Это яйцо. Другое дело, если поставить вопрос формально. Что появилось раньше? Курица или куриное яйцо? Если я возьму случайную курицу и случайное яйцо, то путем научных исследований смогу выяснить, кто из них появился раньше. Но это будет верно только для конкретной курицы и конкретного яйца. Получается, для того, чтобы дать ответ на наш вопрос, нам нужно будет взять первую в мире курицу, первое в мире яйцо и сравнить их. Кто из них будет старше, тот и появился первым. Это верно? Ну да, конечно. Только вот эволюция никак не позволит нам этого сделать. Даже если у меня будет машина времени, и я отправлюсь в прошлое для того, чтобы найти первую курицу, первое яйцо, и сравнить, кто из них старше, у меня все равно ничего не получится. Просто потому, что никогда не было ни первой курицы, ни первого яйца. Это утверждение принадлежит Ричарду Докинзу, о котором вы наверняка многое слышали. Кстати, это именно он ввел термин «мем» как единица культурной информации, подобно гену в генетике. Ричард Докинз является очень уж неоднозначной фигурой в современной науке. И, как правило, любой разговор о нем заканчивается активной полемикой. Тем не менее, многие его изучения в области биологии и, в частности, эволюции, до сих пор являются революционными и многих повергают в шок, даже тех, кто не согласен. Сейчас я приведу вам мысленный эксперимент Ричарда Докинза. Он в первую очередь касается именно эволюции человека. Наша задача выяснить, кто был первым человеком на Земле. Давайте складывать в стопку фотографии моих предков. Сначала положим мою фотографию, на нее положим фотографию моего отца, а поверх положим фотографию моего дедушки, и так далее по всем предкам. Такую стопку будем собирать до 185 миллионов фотографий. На дне стопки, получается, будет лежать моя фотография. Если я начну перебирать фотографии, буду видеть там своего отца, дедушку, прадедушку и так далее, рано или поздно, перебирая фотографии, я доберусь до австралопитека. Если я возьму фотографию с самой вершины, конечно, вершина будет очень далеко, но я очень постараюсь ее взять оттуда, это будет 185-миллионная фотография, то там я увижу фотографию рыбы. То есть я обнаружу, что моим дальним предком была рыба. Это очень интересный факт, но это еще не все. Прикол в том, что эволюция работает таким образом, что в процессе размножения у человека может родиться только человек. И если вы человек, то, соответственно, вашими родителями являются тоже люди. И так для любого вида. Но при этом у меня, человека, дальним предком была рыба. Причем, если я возьму следующую фотографию, я снова увижу рыбу, потому что у рыбы может родиться только рыба. Помните это правило, да? А почему тогда я не рыба? И где был тот момент, когда рыбы перестали быть рыбами и стали чем-то другим? То есть, кто первый человек на Земле? Докинз говорит, что первого представителя нашего вида просто нет. Нет первого человека, его не было. Эволюция работает настолько медленно, что можно сотнями просматривать поколения и не замечать никакой разницы. Например, 15 лет назад я был ребенком, а теперь я вроде бы взрослый. После того, как я побрился, так сразу не скажешь. Теперь я взрослый.
Тем не менее, не было такого конкретного момента, когда я просто проснулся бы и понял, что я больше не ребенок, а я уже взрослый. Не было такого момента, когда я внезапно перестал быть ребенком и стал взрослым. И такого момента не было и не будет ни у кого. Прямым предком человека разумного, то есть Homo sapiens, является Homo erectus, человек прямоходящий. При этом никогда не было такого момента, когда у человека прямоходящего родился бы человек разумный. А значит, никогда не было первого человека разумного. Это же самое правило работает и для курицы с яйцом. Они оба появились в процессе эволюции, и при этом не было такого момента, когда у куриного предка появилась бы курица. Никогда не было ни первой курицы, ни первого яйца. А значит, и сравнивать их нет никакого смысла. Никто из них не был первым. И это мое мнение, с которым вы вполне можете быть не согласны, и я буду не против, если вы культурно спорите в комментариях к этому видео. А с вами был Артур Шарифов, и если вам понравилось это видео, обязательно поставьте под ним большой палец вверх, ну и тогда мы поймем, что это видео вам понравилось. Чем больше будет пальцев вверх, тем больше шансов, что следующее видео выйдет в ближайшее время. Чтобы его не пропустить, подписывайтесь на канал QWERTY. Всем пока!